Всем привет! Сегодня я покажу вам мастер-класс, как сделать своими руками вот такую елочную новогоднюю игрушку-фонарик в виде миниатюрной керосиновой лампы. Для работы понадобится маленькая пластмассовая баночка высотой 9 сантиметров. Такую перечницу я купила в хозяйственном магазине. И различные крышечки, колечки, проволока. Думаю, у всех это найдется дома. Подбираю крышечки для подставки и склеиваю их термоклеем. Сверху приклеиваю баночку. Маленькую батарейку, которая имитирует ручку регулировки пламени, приклеиваю в центре подставки. Теперь собираю крышку лампы. Склеиваю друг с другом две крышечки разного размера. Теперь из тонкой стальной проволоки делаю петельку для подвешивания лампы. В верхней маленькой крышке делаю шилом два отверстия для ручки. Вставляю туда проволоку, отрезаю лишние концы и подклеиваю термоклеем. Соединяю детали крышки друг с другом. В моей новогодней керосиновой лампе свет не предусмотрен, но я все же решила сделать хотя бы имитацию фитиля. Приклеиваю внутрь баночки узенький колпачок. Обклеиваю нижнюю часть лампы салфетками с клеем ПВА. Можно было бы вместо этого просто прогрунтовать пластмассовые детали, чтобы потом нормально легла краска. Но у меня грунта под рукой не оказалось. Верхнюю часть фонарика также обклеиваю салфетками. Подобрала подходящие молды-бордюры для декора керосиновой лампы. Приклеиваю их. Крышку лампы также украшаю красивыми бордюрами. Приступаю к созданию ручек для лампы. Отрезаю из твердой проволоки два куска по 12 сантиметров. В подставке делаю отметки, где будут вставляться ручки. Шилом делаю отверстие. Сгибаю проволоку в форме ручки.
Пока ручки тонковаты, поэтому я наращиваю дополнительно толщину фольгой. Сворачиваю фольгу в жгутик почти по длине ручки. Приклеиваю его не до конца ручки. А сверху еще один слой фольги. Ручки решила доработать, то есть с помощью салфеток и клея ПВА выровнять поверхность. На ручку регулировки пламени приклеила декоративное колечко. В переплетном картоне делаю шилом дырочки. Вырезаю маленькие полукруглые ушки для крепления верхней ручки из проволоки. Усиливаю ушки слоем картона. Соединяю ручки с крышкой. Приклеиваю крышку с ручками к основному корпусу. Присоединяю нижние части ручек к подставке и фиксирую клеем изнутри. Согнула из проволоки полукруглую ручку. Вставляю ее концы в отверстия ушек. Примеряю и загибаю кончики плоскогубцами в виде петельки. Приклеиваю ручку с ушками к боковым ручкам лампы. Сами ушки решила обклеить салфетками с клеем. Покрываю ручки шпатлевкой по дереву тонким слоем. После высыхания зашкуриваю мелкой наждачной бумагой. На ручках обозначаю контуром ребро жесткости. Можно было бы сделать это с помощью термоклея, но я побоялась, что полоска будет толстовата. Дна у лампы пока нет, поэтому из пластика вырезаю подходящий по диаметру кружок. Приклеиваю его. Обклеиваю салфетками с клеем.
шнура от наушников отрезаю 2 кусочка. Они будут имитацией защиты стекла корпуса керосиновой лампы. Приклеиваю их накрест на термоклей на нижнюю часть прозрачного корпуса. Делать это нужно аккуратно, стараясь не запачкать стекло лампы. Лампа почти готова. Осталось только раскрасить. Этим я и займусь. Акриловой краской цвета бурбон покрываю корпус лампы. Выделяю золотой краской и сухой кистью объемные части фонарика и орнамент. Проволочные элементы ручек и защитной сетки также покрываю золотой краской. Для золочения использую краски золотая светлая и солнечное золото. Вот такая мимимишная новогодняя игрушка в виде миниатюрной керосиновой лампы у меня получилась. Она будет шикарно смотреться на вашей елочке, но особенно подойдет для украшения елки в винтажном стиле. Сзади ее корпуса можно повесить гирлянду с огоньками, и тогда будет казаться, что горит огонек в самой лампе. Друзья, спасибо, что досмотрели до конца. Если вам понравилось, ставьте лайк и пишите комментарий. Буду очень признательна. Надеюсь, мне удалось добавить в вашу жизнь новогоднего настроения. Всем добра, пока-пока!